Меня зовут Сергей Тынку. Мы находимся на канале... Ну, что ты там шум-то сделал? Простите, пожалуйста, это Хорошо. рефлекс. Привет. Меня зовут Сергей Тынку. Мы находимся на канале компании Pop Music. Здесь небольшой уютный подвальчик. Они обычно мучают здесь разных нехороших людей, которые не любят музыку. Например, таких, как твои соседи. Но сегодня есть свободная минутка, и мы приступаем к записи передачи «По волнам с Тынку». У нас первый гость – это известный российский блюзовый музыкант, гитарист и вокалист Юрий Новгородский. Юра, здравствуй. Вот. И прежде чем он начнет играть, я скажу пару слов про этого человека. Итак, Юрий участвует в бесчисленном количестве проектов, самых разных музыкальных. Мне, конечно, больше нравится, когда он выступает с красивыми девушками. Это намного приятнее, чем всякие бородатые мужики, шумные барабанщики, занудные басисты и прочее. Вот. И он настолько занятый человек, что выманить его было очень сложно. Пришлось соврать, сказать, что сегодня будет джем с Аллой Пугачевой. Самая красивая девушка. Да, поэтому Юра даже побрился, отрезал свою бороду, которая обычно у него доходит до пояса и куда-то дальше волочится, словно лисий хвост. По залитому снегом московскому, сказать. Тротуару. Вот. Но вам повезло, Юра нашел маленькое окно в своем расписании. Вот. А вам надо учитывать, что если вы когда-то хотите стать востребованным, успешным музыкантом, то необходимо учить математику, заниматься тайм-менеджментом, планированием, еще что-то, и серьезно подходить вообще к деятельности не только музыкальной, но и организационной. И тогда у вас получится быть таким, как Юра. Кстати, какой ты, может быть, сыграешь что-нибудь? Сегодня такой. Ну, вот после того, как мы прослушали этот крик души, который вырвался из глубин Юриного подсознания, давайте поинтересуемся у, так сказать, мастера, чем он вообще сейчас творчески занят, помимо того, что общается с нами, какие у него планы, свершения и куда он двигается по этой дороге музыки и состраданий. Страданий. Если блюзовый музыкант, по дороге страданий мы двигаемся все. По дороге страданий. Дорога страданий ведет меня сейчас к выпуску пластинки моей группы Backstage, на которой мы записали 14 песен собственного сочинения в стиле блюз-рок и вокруг этого. И состоится все это осенью. О чем с гордостью, предвкушением и мистическим ужасом я и сообщаю. Как это будет выглядеть? Это будет какой-то концерт, презентация, может быть, там специальные гости в виде хора болгарских старушек? Да, с ними я уже договорился. В общем, автобус практически выезжает. А в остальном это будет концерт в московском клубе. Будет релиз на каком-то, я думаю, что музыкальном портале. И будет релиз в виде физического носителя. И будет чудовищно длинный 8-часовой концерт с привлечением всех людей, с которыми я когда-либо играл. То есть всех 5? 5 не смог, 4. Хорошо. А не мог бы ты сейчас что-то нам сыграть из своего нового альбома? Ну, не длинное, может быть, такт, 1,5. Сыграю вам, да, с удовольствием. Ну, во-первых, первое произведение – это вступление к 3-му треку. Оно звучит так примерно. Оно органное, если что. Там орган играет. А вот в следующей песне я вступаю примерно таким образом. Вот блюз, он существовал всегда, существует сейчас и, наверное, будет существовать еще какое-то время.
Ну, по крайней мере, там месяца 3-4 точно. Ну, может быть, если запасы кончатся. Да. Скажи, сейчас вот молодому поколению вообще имеет смысл идти в блюз, и что они там могут получить? Потому что, как я понимаю, денег там особых нет. Социальные гарантии. Славы нет. Социальные гарантии. Вам гарантирован алкоголизм в какой-то момент. Твердые навыки пентатонического музицирования. Ну, как минимум, мексиканский стратокастер. И участие в блюзовых джемах. А это, знаете ли, это дорого стоит. Немало по нынешним меркам. Это, конечно, не бог весть что, но все-таки какой-то хлеб какой-никакой. Так что... Слушай, а вот учитывая такое, то, что факт аудитория блюзменов, она невелика, а не может ли приход новых молодых исполнителей составить какую-то конкуренцию старым заслуженным монстрам, типа тебя и участников вашей секты? Ну, старых съедают просто. Съедают? Ну, да. Конечно. Их приносят в жертву. Духу Мадди Уотерса и съедают потом. Поэтому ничего страшного. Ну, хорошо. Мы, в общем, готовы к этому. Все нормально. Можешь сыграть что-то из Мадди Уотерса, чтобы люди понимали вообще, как их съедают и подо что? То, что ты сыграл, это прекрасно, там очень много нот. И я хотел поговорить уже, более серьезно именно о нотах. Угу. Часто про блюзменов говорят, что, и вообще про музыкантов, что не обязательно играть 1000 нот, главное найти одну свою правильную ноту. Вот скажи, ты нашел какую-то свою правильную ноту, или ты еще находишься в поиске, словно странник, который бредет по лесу поздним вечером с топором? Не, я брожу по лесу поздним вечером с топором. В кожаном плаще на голое тело. Иногда с 3 топорами. Но это не имеет ничего общего с поиском нот. На самом деле, вот про ноты очень хороший вопрос, потому что нет больше ерунды, чем вот эти разговоры про найти одну ноту, на мой взгляд. Просто был такой замечательный человек Джонни Винтер, который мог в медленном блюзе сыграть соло 16 нотами без остановки, и это было офигительно. Вот. И это, на мой взгляд, это вопрос темперамента. Если человек так устроен... Просто игра в блюзе, это серьезная вещь, действительно. Она должна быть продолжением того, какой вы есть. Какой человек есть. Это темпераментная вещь. Это как мы говорим. Кто-то тараторит, а кто-то говорит медленно и развесисто. Точно так же надо играть, на мой взгляд. Еще одно клише блюза, и хотелось бы знать твое отношение к нему. Многие говорят, что блюз – это когда хорошему человеку плохо. Мы с друзьями шутим, что блюз-рок – это когда хорошему человеку громко. В хорошем смысле слова. Да. Так о чем? Ты согласен, что блюз – это когда хорошему человеку плохо? И вообще, насколько он хороший, раз ему плохо? Нет, мне кажется, что блюз – это когда... Это даже не когда человеку плохо, это когда человек изгоняет из себя это плохо. А какой при этом человек, это не важно. Изгоняет. То есть он выплескивает свое плохо на окружающих? И просто блюз – это крик ужаса. И он же крик удовольствия. То есть просто оно же всегда одно из другого в другое перетекает. А мог бы ты сыграть что-то вот как раз на тему, чтобы это было и крик ужаса, и удовольствия? Что-то такое? Впечатляет. Спасибо. Я занимаюсь. Мы все чем-то занимаемся.
Не всегда это уместно делать, конечно, прилюдно, но... Я не виноват, что здесь столько камер. У тебя очень такая необычная фамилия. Ты вообще русский? И правда ли, что вообще твоя настоящая фамилия не Новгородский, а Долгорукий, но ты, как бы, поскольку не любишь Москву, решил взять что-то другое, связанное, не знаю, с чем. С чем у тебя связано твой псевдоним? С криминальным прошлым. Криминальным прошлым? Да, с криминальным прошлым. Ты был... Ну, да. До того, как стать гитаристом, я отрубал людям руки. Целиком? Когда как? А за что? Не знаю. Мне говорили отрубить просто и все. А сейчас у тебя нет желания к этому вернуться? Только себе. Только себе? Иногда, да. Когда послушаю, что наиграл. Обойдемся без этой процедуры. Вот. Я просто почему спросил о твоей национальности? Вот само понятие блюза в России, это вообще насколько естественно? Это не напоминает тебе что-то типа, ну, я не знаю, негров, которые бегают по Амазонке с балалайками друг за другом, распугивая крокодилов? Вот блюз в России, это нормально, это естественно? Мне кажется, что сейчас уже абсолютно... Да, сейчас да. Это, кроме шуток, да. Просто была парадоксальная ситуация, например, в англо-американском мире в 60-е годы, когда в Америке звезды блюза, черного, Мадди Уотерс, в частности, там, Бадди Гай, уже вовсю играли электрический блюз, то, что Чикаго блюз называется, да, на перегруженных комбиках и все. А в Англии им приходилось изображать негров в плантации в джинсовых комбинезонах с акустической гитарой, потому что по-другому это не могли продать. Вот. И это были целые туры. Вот. Это смешно, но это так. Это в той самой Англии, которая потом дала там Флитвуд Мэк. То есть у них был экспортный вариант блюза. Да. Абсолютно лубочный. Но при этом те, кто на нем выросли, все эти Клэптоны, Пейджи... Нет, ну они-то не покупались на это. Это было для широкого... Да. Но просто вот смысл в том, что... Для лошья. Да. Для английского лошья. Сэр. А сейчас уже, мне кажется, ну, эти вещи... Они, конечно, остаются. То есть остается такой блюз... Такой вот абсолютно комиксовый, смешной, как ну, набор. Роберт Джонсон, да, вот эта вся ерунда. Это не ерунда. Ну как, он же там на акустике, нет? Нет. Я имею в виду как набор штампов вообще. Ну, прости. То есть есть набор штампов, а есть музыка, которая продолжает жить, развиваться. И абсолютно везде сейчас, ну, глобальный мир. Я всегда сравниваю блюз-рок вот в его нынешнее состояние с ирландскими пабами. Они есть везде. И там примерно одно и то же. Потому что сейчас в любой точке мира, в принципе, исполняют вполне аутентичный и качественный блюз-рок, мне кажется, без проблем. В любой? Ну, почти в любой. В Беларуси? Группа Крама. Серьезно? Рекомендую поинтересоваться, да. Армения? Вот про армянский блюз не знаю. Про грузинский знаю. Вот Леван Ламид же оттуда. Слушай, ну, здорово. А ты можешь кого-то назвать вот из современных, ну, альбомов, вот вообще, что вот рекомендуешь послушать, что развелось вообще вот из того, что ты сам недавно услышал, сказал, вах. О, это с удовольствием. Во-первых, есть группа в Штатах, называется Ник Мосс Бэнд. Такой гитарист Ник Мосс из Чикаго. Вот у них пластинка 2013 года, по-моему, очень, очень интересная, очень приличная. Джино Матео, отличный гитарист из новых. North Mississippi All Stars, которых я люблю. Которая одна из самых, мне кажется, по-настоящему живых таких аутентичных групп блюз экспериментально-роковых. Ну, и на самом деле много чего происходит. Это все, слава богу, еще действительно живет и процветает, и смешиваются внутри блюзовые тренды, направления стиля. И это очень, ну, есть фестивали, все есть, все здорово. Кроме шуток. Ну, хорошо. Мы же тут вообще не про шутки, у нас все очень серьезно. Слушай, ну вот ты сказал про какой-то лубочный штампованный блюз. Можешь каких-нибудь штампов наиграть, чтобы вот прям вот люди услышали вот штампы, еще что-то? Ну, вот это вот. А еще вот это вот, когда...
красота. Неон, дождливый вечер. И вот это, да, такое? Ну да. Бездомные собаки, лежащие вокруг автобусной остановки. Да. Одинокая старушка, бредущая, которая ест бездомных собак. Ну что? Жадно. Урчай да весь. Слушай, ну вот такая тема, что блюз, он изначально, как мне кажется, в Америке зародился как некий шансон или то, что у нас называется блатняк. То есть какая-то песня простых людей, песня про проблемы. Опять-таки там нет бабла, тюрьма, там же многие через тюрьму прошли, да? Это все-таки фольклор. Блюз – это фольклор. То, что ты говоришь, криминальная песня, шансон и блатняк, это все-таки это подразделение. И в блюзе это есть точно, но это не сводится. То есть блюз не сводится, конечно. Там присутствует этот мотив, совершенно точно. И беглые каторжники населяют блюзовые тексты, как нигде. Беглые каторжники, преступники, убийцы, прелюбодеи и пьяницы. Прелюбодеи, мне кажется, в любом жанре. Там, что в попсе там опять... Это по-другому называется. Да. Я хотел просто именно поговорить о связи блюза и шансона. Как ты считаешь, она есть или нет? Ну, типологическая есть. Логическая. Типологическая. Музыкальная. Просто немногие знают, но иногда Юрий занимается трудом. В кабинете труда с лобзиком. Мы имеем в виду труд, какая-то разумно оплачиваемая, полезная для человечества деятельность. И в рамках этой деятельности Юрий... Таким образом, Сергей просто пытается описать сессионную деятельность, которой занимаются, в общем, наверное, все гитаристы. Так вот, поскольку Юра играет в шансоне, хотелось бы с ним поговорить на эту тему. Я, кстати, не играю в шансоне. Но записываешься. Иногда. Иногда запишешь. Ты стыдишься этого? Вот ты как-то вот сразу стал мрачным. Когда про труд говорили, ты был более весел. У меня есть принцип, согласно которому я оказываю в студии любого рода услуги. Пожалуйста. Любого? Ну, в смысле, досуг? гитарный. Нет. Почему? Досуг? Нет, я могу скрасить ваш досуг на гитаре, пожалуйста. Можешь сыграть что-нибудь шансоноподобное вообще? Но там обычно... На самом деле, когда гитариста живого зовут в подобную музыку, от него же просят сделать ее минимально похожей на подобную музыку. В этом заключается милый парадокс. То есть шансон, как все знают, ну как попсу, и R&B, кстати говоря, и вообще много чего сейчас делается максимально дешево, как правило, за исключением каких-то проектов, где люди заморачиваются с живыми составами. Это делается максимально дешево, на коленках, в небольших студийках и на компьютере. Поэтому, чтобы немножко оживить картину, чтобы добавить какой-то, может быть, человеченки, вот зовут живых гитаристов, иногда там какие-то духовые инструменты привлекают, и просят как раз сыграть что-то, что эту музыку ассоциировало бы у людей с какой-то, наверное, более приемлемой другой музыкой, чем с шансоном. А зачем? Делать шансон, чтобы он был не похож на шансон? Да. Просто нет такого. Нет такого. Есть, конечно, вот эта вот городская минорная песня такая вот, но нету шансона как музыкального явления. То есть, на мой взгляд. Как если убрать оттуда антураж, именно связанный с текстами и с тем, что это, с тем, о чем эта музыка повествует обычно, то там не останется ничего самостоятельного. Мы можем... Есть целый альбом инструментального блюза. Теперь, внимание, представьте себе альбом инструментального шансона, ребята.
Вот просто представьте и забудьте сразу. Как, по-твоему, он сейчас набирает популярности или, наоборот, теряет популярность, либо на каком стабильном уровне вообще? Что происходит с этим жанром? А я не знаю. Просто поскольку я говорю... Но если судить по количеству твоей работы вот в этом жанре... Не очень много, кстати. Это просто очень... Это притча во языцах. Это такой, как бы... Это такой анекдотический как бы пример, но на самом деле нет. У меня гораздо больше сессий, где надо играть какую-то R&B-ную гитару или ну такую вот поп-роковую или что-то. Если вообще говорить о сессиях, то вот куда больше сейчас все катится, тяготеет вообще? Я забыл сказать, очень часто просят просто сыграть качественно, прописать акустическую гитару. Очень. Это самый большой процент всех работ. Когда надо прийти с приличным инструментом и просто сыграть перебор, там какой-то чес, какие-то вставочки, просто четко, грамотно, хорошим звуком. Вот это очень востребовано. Ну, ты говоришь, это очень востребовано, да? Это же, ну как, для профессионального гитариста, наверное, достаточно простая работа. Ну, во-первых, это отдельный навык. Я не сказал бы, что это проще, чем на самом деле это тоже надо уметь. А во-вторых, это именно, для этого нужен гитарист с гитарой, я в этом смысле. То есть это есть программы, которые изображают это компьютерные, более-менее похожи, но все-таки это остается вот среди аранжировщиков, это остается довольно востребованной штукой. Потому что такой трек, он, как они считают, оживляет фонограмму. Вот. Он придает какие-то краски, которых может у них, и так далее. Давай поговорим все-таки о главном. Ну, когда читаешь всякие интервью всяких звезд, там, разных музыкантов, постоянно проскальзывает тема. Я взял гитару, чтобы нравиться девчонкам. И у многих она продолжается. Они говорят, я стал звездой, и теперь на меня клюют все девчонки. Хотя ты посмотришь на него, подумаешь, ну, господи, на что там клевать. Скажи, у тебя как-то вот твое увлечение гитарой, оно сделало тебя более успешным у лиц противоположного пола? Что касается гитары как способа завоевания места в жизни, жизненного пространства, то у меня был один случай, когда она меня действительно спасла, но это было никак не связано с женским полом, а это было связано с переходом в новую школу, когда я оказался в незнакомом коллективе, уже довольно старшем классе, типа в 10 или в 11. И там все были такие ребята в косухах такие. И они меня так окружили и сказали, ну ты типа что, новенький? И мне стало немножко страшно. Вот. И я говорю, а у вас там вот гитара? Они говорят, ну гитара, а тебе-то что? Я говорю, дайте гитару, пожалуйста. Они мне дали гитару, я сыграл вступление из Nothing Else Matters или что-то такое. И с тех пор в коллектив я вошел просто в тот же день. А сейчас можешь сыграть это вступление? Интересно. Это вступление? Ну да. Представь, что мы все в косухах. И я, и вот эти 40 человек съемочной группы, которые здесь стоят. Что они не в купальных костюмах, а именно в косухах. Тогда могу. Ну, давай. Я же спрашивал, ты что, не русский? Если русский, ну, ты должен эту песню знать. Ну, что ж, под звуки этой прекрасной музыки мы с Юрием хотим попрощаться с вами, пожелать вам всего наилучшего. Любите музыку, слушайте музыку и оставайтесь на канале компании Pop Music. Здесь будет еще очень много всего интересного. Счастливо. Хотя я шутил в свое время, что надо записать самоучитель электрогитары в шансоне такой, выпустить его на полном серьезе. И все. Но на самом деле нет. Ты вот шутишь, а они сейчас будут писать комменты, просить, и потом в итоге тебе придется записать этот самоучитель. Если мы, как это сейчас называется, краудфандинг, если мы объявляю краудфандинг,